Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 15 декабря, выпуск промежуточный, мы работаем в новом формате. Огромное спасибо всем, кто поддерживает нас просмотром. Я хочу сразу напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям в России и Республике Беларусь, перед просмотром нашего видео будьте любезны, включите VPN. Это поможет нашей монетизации, и таким образом вы окажете посильную помощь нашему каналу. Так, еще раз скажу огромное спасибо всем, кто к нам присоединился и смотрит наши эфиры. Теперь давайте начнем по событиям. Во-первых, сегодня выступил Владимир Путин с очень большим, плотным программным заявлением. Нагородил всякую чушь, 40 бочек арестантов, сделал несколько таких обещаний, рассказал, что экономика в России, то есть, вернее, расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался. Ну, конечно, не оправдался. Владимир Путин 20 лет, 22 года, вернее, пытался разрушить экономику, ничего особо не получилось. Ну, то есть, успехи, конечно, есть в разрушении, но глобальных нет. А как он хотел, чтобы Запад за 9 месяцев разрушил экономику? Ну, нет, так тоже не получается. То есть Запад за 9 месяцев не смог разрушить то, что Владимир Путин пытался разрушить более 22 месяцев. Лет, более 22 лет, извините. Ну, нашел чем хвастаться. Нашел чем хвастаться. Пообещал и льготные ипотеки Путин, и что только не пообещал, и все восстановит, и все улучшит, и бедностью даже он борется, как оказалось, очень эффективно. Бедных становится меньше. Борьба с бедностью — это вообще его конек. Уважаемые зрители и слушатели, которые проживают в России, скажите, сильно помогло, сильно Путин борется с бедностью? Вы чувствуете на себе эту борьбу? Я чувствую, что Путин борется исключительно со своим народом, исключительно с россиянами. Я имею в виду во внутренней политике. Во внешней политике нет никаких сомнений, что Путин борется исключительно с украинцами. Вот такой поразительный человек. Везде он несет только горе и разрушение, везде. И вовне и вовнутрь, везде. Но почему-то довольно большое количество россиян довольно неплохо относятся до сих пор к президенту. Видимо, верят в то, что Путин замечательный борец с бедностью, замечательный борец с, наверное, все-таки не с бедностью, даже с бедными. Он полностью пытается уничтожить бедных, сделать всех бедными, всех россиян, и их уничтожить. Если так, то выходит у него довольно неплохо. Говорит, что снижение ВВП по итогам года будет примерно 2,5%. Если учесть, что ВВП это есть Владимир Владимирович Путин, на 2,5% уменьшится, ну, вероятно, так и есть. Немножко усыхает. Хвастаться, вероятно, Путин, что немножко усыхает. Это, конечно, шутка, сарказм, но ничего другого по поводу идиотизма, который нагородил Путин в своей программной речи. Ну, ничего другого там в сущности толком не было. Продолжают гореть объекты на территории России. Горел нефтеперерабатывающий завод в Ангарске этой ночью. Погибли как минимум 2 человека. Продолжается эпопея с пожарами. И Владимир Путин, что называется, на коне. Почему-то, да, в своей программной речи про пожары он особо не вспоминает. Про разгильдяйство, про гибель людей, про то, что сгорают торговые центры, складские помещения, военные объекты по всей стране. Причем регулярно, да, это уже стало каким-то перманентным событием, крупные пожары в России. Как помните, в прошлом году падали самолеты. Довольно много было авиакатастроф в прошлом году. Тогда Путин считал, что это даже какие-то предзнаменования.
такие критические. Ну, видимо, не зря считал. То в этом году в ноябре и декабре страна буквально горит. Буквально горит. И ярким пламенем подсвечивает крах приближающийся путинского режима. Так, ввели США новые санкции, ввели против довольно большого количества губернаторов и ввели также против Потанина. Против Потанина раньше не вводили санкции, на мой взгляд, абсолютно зря. Потанин является одним из кошельков президента России Владимира Путина. Да, он не является человеком из близкого круга президента, но это не делает его непричастным к созиданию этого режима, непричастным к существованию этого режима и непричастным к тем преступлениям, не делает его непричастным к тем преступлениям, которые совершает этот режим. Нет никаких сомнений, что Потанин является спонсором терроризма и спонсором путинского режима. Путинский режим признали режимом террористическим. Польша признала, Сейм польский. Страна Россия под управлением этого режима признана страной спонсором терроризма. Также польский Сейм возложил на путинский режим ответственность за катастрофу, в которой погиб Качинский. Довольно много людей из высшего руководства Польши. В 2010 году, если мне не изменяет память, мы рассказывали о той катастрофе. Мы уже тогда говорили, что российское руководство причастно к этому. Но, наконец, поляки признали это на уровне Сейма. Замечательно. Я считаю, что правильный ход. Чем больше людей будут признавать те трагедии, за которые ответственен путинский режим, тем будет лучше для будущих поколений россиян, которые смогут быстро во всем разобраться и вести правильную политику, жить правильной жизнью, не нанося вред прежде всего соседям, ну и, конечно же, самим себе. Готовится Путин к объявлению все-таки полномасштабной мобилизации и готовится к введению военного положения. Сегодня об этом был разговор во время его совещания в закрытом режиме. И, к сожалению, готовится и дальше продолжать эскалацию, готовится и дальше продолжать большую войну. Так, давайте, наверное, выпуск на сегодня. Да, уже 8 минут, до 10 минут в этом сегодня сделаем. Завтра сделаю большой выпуск ответа на вопросы. Хочу вам напомнить, что под вчерашним, еще раз подчеркиваю, под вчерашним нашим роликом в комментариях оставляйте свои вопросы. Сегодня также можете оставлять комментарии, ставьте лайки. И уверен, что вы поможете нам таким образом поднять в рейтингах наши ролики. Большое спасибо, что вы с нами. Большое спасибо вам всем за внимание. Мы вас любим, это искренне, это главное. Вы знаете, мы работаем для вас. Также хочу вам сказать, что нет никаких сомнений. Конец Путина близок. Мы видим агонию этого конца существования режима. Мы видим, что Путин приближается к своему финалу. Мы видим явное расслоение элит. Мы видим явное поведение в элитах, которое подчеркивает нежелание многих людей ассоциироваться с путинским режимом. Мы видим желание, в то же время видим желание многих людей в элитах к определенного вида переменам. Возможно, сейчас это еще не те запросы на перемены, которые смогут двигать ситуацию в правильном направлении, но тенденции есть, это однозначно, тенденции яркие, тенденции правильные, и это, по крайней мере, дает нам повод для
вполне себе оптимизма. Я надеюсь, что я немножко вас воодушевил, я надеюсь, что я вас немножко приободрил, и надеюсь, что луч надежды приободрит наше с вами существование. Все, большое спасибо, что были со мной. Всего доброго. Увидимся, услышимся уже завтра в ответах на вопросы. Обязательно смотрите наши ролики, обязательно смотрите ответы на вопросы. Это, видимо, один из наиболее информативных выпусков в течение недели. Также мы с вами обязательно увидимся, услышимся в традиционных итогах недели с Сергеем Жирновым. Все, всего доброго, до свидания.